Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топик Геймс. Очень кто-то серьезно отнесся к тему ярмарки, а самое главное к вот этой вот гонке, и вкидывает туда максимальное количество ресурсов, а кто-то сдался, можно так сказать, на самом старте и даже не мечтает дойти до финиша. Я, естественно, сейчас не на большом уровне 13-м, сейчас также попытаюсь набить 14 уровень. И что хотел сказать всем и сразу. Представьте себе, что на стриме, в комментариях и даже в соцсетях мне пишут сейчас много всяких интересных вещей, которые связаны с ярмарки. Очень странное событие. Во-первых, у меня есть вот этот вот Уильям и на базе, и на ярмарке. Не понимаю почему. У меня есть купоны, которые сразу хотел сказать, ребят. Кто дошел уже до 30 уровня, тот сразу советую. Сначала дойди до 30 уровня, потом вкидывай вот эти вот купоны с ярмарки. Настолько много информации хочу уместить в одном видосе. Пожалуйста, ребят, делайте только так, потому что дальше будут выпадать и АВМы, и какие-то генезис оружия, и много чего интересного. Если ты сразу будешь обменивать эти купоны с ярмарки, то беда настигнет тебя в самом начале, потому что ты будешь получать какие-то фуфлемицины, а я вот решил, конечно же, дождаться чего-то глобального, огромного и интересного. Также скажу, что ни в коем случае не нужно делать. Пожалуйста, прислушайтесь к этому видео, поставьте свой лайк, напишите комментарий, обязательно подписывайтесь на канал. Важно также, ребят, иметь хоть маленькое такое обозначение, какой уровень у вас. Вы гонитесь вообще в уровне? У меня 14, знаю, что у многих уже 19. У меня обновляется раз в 24 часа, либо раз в 22 часа. Вообще непонятно, что с этим обновлением творится. Но самое главное, что у некоторых есть уже 19 плюс уровни, некоторых 25 плюс уровень. Как это делается, пока что непонятно. Но давайте начнем с того, какой у вас уровень. Вкидывали ли вы сразу сюда вот эти вот, как говорится, купончики? Получали ли вы улучшенный лут славки? Или все-таки забирали его в начале? Я сначала улучшу до максимального уровня, только потом начну что-то делать. Можно ли получить максимальный уровень, не знаю. Сейчас я буду проходить ярмарку и сразу скажу то, что мне писали разработчики, подписчики, ребята просто, которые смотрят канал и просто, ну, я не знаю, подписаны ли на канал или нет, поэтому буду говорить так. Зрители, которые предупреждали, спрашивали совета, и не только. Можно ли успеть собрать ярмарку за вот этот вот отведенный отрезок часа, который нам дается существование ярмарки? Но и я на это не знаю ответа пока что. Я стараюсь, не особо, один раз уже провтыкал. События у нас еще до 13 числа, 3 дня еще будет идти. У меня здесь такой же Уильям, как вы видите. И там, и тут стоит. Интересно, у вас стоит ли вот этот вот дядька. Ну и, конечно же, прохождение этой локации прикольненько происходит. Хотите, проходите сразу, хотите, проходите потом. Но самое главное, что это что-то интересное, что нужно делать для того, чтобы достичь максимально крутых результатов. Вернемся к тем ребятам, которые писали: никогда не делай, Михалыч, пожалуйста, что это такое? Ребят, я советую вам, если вы не уверены, что вы можете пройти всю ярмарку просто за один раз, пожалуйста, внимание, точно не делайте так. Не идите сюда с тактическим рюкзаком, если один у вас он вообще остался. Да и вообще, если вы боитесь потерять здесь лут, и вообще в какой-то крутой броне и, самое главное, забитым инвентарем оружия. Многие ребята потеряли здесь свои последние тактические рюкзаки. Пожалуйста, не делайте такого же. Если ты сольешься здесь, у некоторых ребят труп остается, а у некоторых по каким-то магическим причинам труп исчезает. И это просто жесть, как она есть. Просто, ребят, будьте осторожны.
Об этом предупреждает не только я, а многие ребята, которые сейчас играют. Многие ребята, которые сейчас здесь потеряли свои тактические рюкзаки. Потому что в данный момент тактический рюкзак — это очень и очень тяжкая дорога. И добыть его можно только с снабжения, либо с донатной основы сезона. Все. Представьте себе, что в лучших наградах вот она. И только с донатом. Без доната, если очень сильно повезет, то в снабжении ты найдешь этот рюкзак. Поэтому не рискуйте. Возьми с собой на ярмарку просто-напросто на ярмарочку с собой возьми что-то такое, что тебе не жалко потерять. Простой военный или, может быть, еще хуже какой-то рюкзачок взял, пришел, слил всех и ушел. Кстати, обещанный зомби, который 600 хп почему-то нарастил, 200 и больше не растил, было бы интересно, чтобы он каждый раз вставал сильнее и сильнее. Кстати, умер и все равно орет. Если вы его сливаете быстрее, чем он заорет, все равно он заорет. Я не знаю почему так, но, в принципе, если его прийти с фнскара зафигачить, он все равно два раза вот эти зомби выходят. Не так, как с полковником, которого, если ты быстрее успеваешь, то он просто перестает орать. Ох и музыка. Но теперь эту музыку ты можешь слушать у себя дома на пластинке. Да, круто тоже, с одной стороны. Некоторые зомби хорошо сливаются и катаной, и мачете, а некоторых лучше пострелять с глока. Я люблю эту локацию чистить с, как говорится, интересненьким моментом. Так, давайте проверим вот эту дверь. Будет ли она пробиваться или нет. Также очень интересно для тех, кто хочет пройти локу без особых проблем. Это важно. Но и также давайте это сделаем. Что тут у нас? Еще один мужичок не залутан. Ты чего? Всех залутаем, перелутаем. Глачевичи есть. Я, конечно, как всегда, пожалел немного огнестрела. Здрасте. Ну, тут, конечно, очень сложно будет его слить в ближнем бою, но возможно. Знаете, большинство людей сливается именно вот здесь, получая 82 жестких урона, а потом не могут найти свое любимое тело именно у БК. Но не только. Вообще, кто-то пишет, что там что-то сделал не так, и мне, как говорится, пришел, а тела моего нет. У меня получилось так, что тело мое было, но в самом начале базы, этой локации, а у некоторых ребят пропало. Причем это некоторые не один-два, а уже больше 10 либо 15 человек. Если брать тех, кто пишет во время стримов, то это уже за 20 плюс человек, которые здесь потеряли что-то. Поэтому будьте осторожны, и это очень важная информация, которая понадобится всем и каждому. Очень, очень влажная или важная информация. Я думаю, что если все делать по откату, то все-таки соберется. Хотелось бы верить. Я как бы верю всегда в хорошее. Поэтому я верю, что соберется. Все, что нужно нам здесь соберется. Мы заберем самую важную крутую награду. Некоторые ребята уже забрали и уже наслаждаются. Как минимум вот этим вот складом для хлама. И мы знаем, что это уже как минимум круто, да. То есть склад, у меня уже, смотрите, какой-то маркет, уже там появилось 4 вещи. Самое крутое, когда появятся все вещи. И пока что менять я это не буду, не стану. Да не надо, пожалуйста. Закинем отвертки и будем на твердом 14 уровне. Я также понимаю, что у меня сейчас отрезается возможность вообще здесь фармить что-то. У меня возможность получить, например, забыл, вот эту штуку постоянно забываю. У меня отрезается возможность фармить с провиантом. Провианта, увы, нету. Было бы прикольно, чтобы в каждом сезоне давалось и монетка, и провиантик бесплатно. Тогда бы ребятушки, конечно, тянулись к чему-то прекрасному, хорошему. И я понимаю, что это как минимум круто было бы. Ну, а провианта, как вы говорите... еще 13 есть, еще на 2 зачистки провиантом.
У меня этой локации хватит, но не на больше. А, еще и, по-моему, с прошлых зачисток у меня остались. Поэтому я быстро все закидываю туда, как говорится. Пускай уже и до 15 уровня будет ближе. Можно так сказать, что 15 у меня есть, а можно и так и не сказать. О, 15 уровень я забабахал, но и половина пути, в принципе, у меня уже есть. Я забрал то, что нужно. Но я думаю, что скоро там будут какие-то и другие награды в подготовке, и в открытии награды будут совсем другие. Ну, а я мечтаю дойти до... То есть, сколько я получил уровней? Там по парочку уровней, два-три уровня за прохождение. Если с провиантом, то, наверное, 3, без провианта 2. Можно проходить каждый день, еще 3 дня, то есть плюс 6, 21, даже до 24 я не дойду, но, видать, такая моя судьба. Ну, не знаю, как у вас все получается или нет. Но поверьте, даже закидывать доски, алюминий и вот это все достаточно серьезный челлендж, и я надеюсь, что я его выполню. Отчет сделал. Так, не сливаться. Стараться каждый день чистить. Какой у вас уровень? Интересно все. Стараюсь всем ответить. Жду ваших комментов. Всем приятного прохождения игры. Мы увидимся в следующих видео. Пока-пока. Есть ли у вас Вильям на базе? Это, кстати, какая-то до крику странная штука. У некоторых он есть, а у некоторых нету. Тоже просто интересненько. Да что ж ты будешь делать? Улетаем. 21 час, 8 часов. Кстати, странно тоже.